Some Krishna-katha. Сейчас у нас Кришна-катха. Maharaj is the expert. And so we will fill your ears with the nectar of Krishna's pastimes. Мы наполним, наши уши наполнятся нектаром. Перевода не слышно. Наши уши наполнятся нектаром Кришна-катхи. Once upon a time. Однажды. So this pastime, Prithu asked me to ask about this pastime about Gauri Tirtha Vihara. Так, Приту попросил меня рассказать об этой игре гору. Gauri Tirtha. Gauri Tirtha Vihara. Very funny pastime. Это очень смешная. This is the pastime at Gauri Tirtha. Игра Гори Киртан. It is in Vidagdha Madhava drama. Это часть. Book by Rupa Goswami called Vidagdha Madhava Natakam. Есть книга, которую написал Рупа Госвами, которая называется Видагдха Мадхава. And it's chapter 7. И это 7 глава из этой книги. What happened was, Итак, что же случилось? Abhimanyu decided. Абхиманью решил. Abhimanyu is the so-called husband of Radharani. Абхиманью это так называемый муж Радхарани. So he was worried that Radharani is spending too much time with Krishna. И он беспокоился о том, что Радхарани проводит слишком много времени с Кришной. We should stop her. Мы должны остановить ее, By taking her to Mathura. отвезя ее в Мадхуру. So he went to Purnamasi, И он отправился в Пурнамасию, who was the grandmother, the big ascetic of Vrindavan. которая является The grandmother, the big ascetic. Ascetic. Female austerity. То есть она повитуха. Пурнамаси это повитуха. And she is the Yoga Maya personified. И она также является олицетворенной йога-майей. And basically she's in charge of Vrindavan. И по большому счету за Вриндаван отвечает она, то есть она And управляет Vrindadevi Вриндаваном. is her right-hand person. А Вриндадеви это ее правая рука, Assistant. то есть ее помощница. So he went to Purnamasi Devi, says, give me permission to take Radharani to Mathura. И он отправился к Пурнамаси Деви и сказал: дай мне, пожалуйста, разрешение, чтобы я отвез Шримати Радхарани в Мадхуру. Now, Purnamasi doesn't want Radharani to go out of Vrindavan. И, конечно, Пурнамаси не хотела, чтобы Радхарани уезжала из Вриндавана. So she says, think nothing of it. И она сказала: даже не думай об этом. But Abhimanyu was determined. Но Абхиманью был исполнен решимости. So Purnamasi called Vrindadevi. И Пурнамаси позвала Вриндадеви. Vrindadevi, you please tell Krishna. Abhimanyu is determined to take Radharani to Mathura. Вриндадеви, пожалуйста, скажи Кришне о том, что Абхиманью полон решимости увести Радхарани в Мадхуру. And he's going to take Radharani to the deity Gauri Devi, the wife of Lord Shiva, to get blessings to go to Mathura. И он собирается отвести Радхарани к божеству Гори Деви, супруге Господа Шивы, для того, чтобы она могла обрести благословение. So on this Gauravardhan hill on that side, И с той стороны холма Гавардхан, where Sankarshan Ananda Sarovara is there, где Санкаршан Андасаровара находится, that side is Gauri Tirtha. эта сторона называется Гори Тиртха. So Lord Krishna was there doing pastimes with Chandravali. И Господь Кришна находился там, и у них в Чандравали проходили игры. And Chandravali has her favorite associates. И у Чандравали также есть какие-то ее спутницы. Chandravali is the cousin of Radharani. И Чандравали это двоюродная сестра Радхарани, Chandrabanu's daughter. дочь Чандрабана. It means Radharani's cousin. То есть двоюродная сестра Радхарани. So there are two girls that are always with Chandravali. И Чандравали всегда сопровождают две девушки, Padma and Shaibya. Падма и Шайбья. So they were there. И они также были там. So Vrindadevi tells Krishna, И Вриндадеви говорит Кришне: I must stop Abhimanyu from taking Radharani to Mathura. я должна остановить Абхиманью, чтобы он не отвез Радхарани в Мадхуру. I will adopt a disguise, assuming the disguise of Gauri Devi. Так я приму обличие Гори Деви. So I need some white cloth for that. Так что для этого мне нужна какая-то белая ткань. Because Gauri Devi is dressed in a white cloth with a golden border. Потому что Гори Деви одета в белые одежды с золотой каймой. Madhumangala was with Krishna.
И Мадху Мангала был с Кришной. I saw Padma Gopi with some of that white cloth. Я слышал, что у Падма Гопи есть вот эта белая ткань. Krishna says, excellent, I'll use that white cloth. Кришна сказал, отлично, я как раз ее использую. Then he turns to Vrinda Devi and says, Vrinda Devi, you become my sister. И он, обращаясь к Вриндадеви, сказал, Вриндадеви, ты станешь моей сестрой. Rupa Goswami says, she nods her head, yeah. И Рупа Госвами сказал, она кивнула головой. So then, in the meantime, Abhimanyu, Radharani, and Jyotila has entered into Gauri Tirtha. И в это время Абхиманью, Радхарани и Джотила, они входили как раз в эту гору Тиртху. And Abhimanyu says, И Абхиманью сказал, look, here's Tanvantika, the peacock carrier of Krishna. смотрите, вот Татвантика, то есть павлин, который носит Кришну. Tanvantika means he who dances very nicely. Татвантика значит тот, кто очень красиво танцует. That black snake Krishna must be somewhere nearby. Наверняка этот черный Кришна где-то здесь тоже неподалеку. Vrinda Devi says, nah, the peacock was asleep and Krishna left. It's only my sister, the goddess of Bandirvan. И Вриндадеви И Вриндадеви сказал, нет, Кришна нет, павлин спал, это просто моя сестра здесь. My sister, the goddess of Bandirvan. Это моя сестра, богиня Бандирван. Nikunja Vidya, who gives knowledge of the groves. Никунджа Видья. Who gives knowledge of the groves, of the forest groves. Богиня, которая дает знания о растительности Вриндавана, кустах и так далее. Then Padman Shaivya, they go. We've never seen her before. Странно. Мы никогда не видели ее до этого. Vrinda Devi goes, you don't know my sister. Вриндадеви сказал, вы что, мою сестру не знаете? No, we never met her before. Нет, мы никогда не видели ее до этого. But Krishna assumes this disguise as nobody's seen it before. Но так как Кришна оделся определенным образом, он сделал так, что никто не So all the узнал. Vrajavasis always become surprised. It's very common. No, we've never met that person before. И все Браджабаси также сказали, нет, мы никогда не видели этого человека до этого. And she's making an earring out of a peacock feather. И она делает сережки из павлиньих перьев. So they enter the temple. Итак, они входят в храм. And Krishna in his disguise as Gauri Devi is making an earring out of a peacock feather. И Кришна в обличье этой Гори Деви, он делает сережки из павлиньих перьев. I made a stained glass panel of this pastime. Вот я вам сейчас рассказал, как все там происходило. For my Vrinda Devi shrine in Декорации рассказал. And I was wondering, well, Krishna has a disguise, so what does Gauri Devi look like? Я задумался, вот Кришна в образе Гори Деви, как же он выглядел? So Vrinda Devi came in the heart and she suggested, Google, you know. Итак, Вринда Деви в моем сердце посоветовала мне, посмотри в Гугле. There is a joke. There is a joke. Есть такая шутка. If you haven't seen your sister for 40 years, Google, you'll find her on Facebook. Если вы не видели свою сестру 14 лет, то посмотрите в Гугле, вы в Фейсбуке найдете ее. It means you can search for any damn thing and you can get it. Что обозначает, что вы можете все что угодно просто найти в 90% of the интернете. time, you'll get it. И 90% то, что вы найдете, то, So что I ищете. was shocked. She's got white sari with golden borders. И я был в шоке. Она одета в белое сари с золотым бордюром. She has 4 arms. У нее 4 руки. And in those 4 arms, В этих 4 руках she's carrying a japamala, она держит джапамалу, a mirror, зеркало, a bell, колокол and a citron fruit. и какой-то цитрусовый фрукт. So this means that Krishna had to have the exact same things in his hands. Это обозначает, что у Кришны в руках было совершенно то же самое. Then Jatila tells Radharani, И тогда Джатила говорит Радharani: look, your devotion is so strong. The deity has come out of its form to greet you. Смотри, твоя преданность так сильна, что божество само вышло, чтобы встретить тебя. Then Radha says, oh goddess, please be merciful. И тогда Радха сказала: о, богиня, пожалуйста, будь милостива ко мне. Then
Горный says, the benediction that you seek is not possible. И тогда Горный сказала, это благословение, которого ты жаждешь обрести, невозможно обрести его. Jyotila goes, well, why? Jyotila говорит, ну почему? Then Горный says, tell her, Vrinda. И Горный говорит, Вринда, ну-ка скажи ей. Vrinda Devi goes, 2 nights from today, Kamsa will capture Abhimanyu and cut his head off and offer it to the Lord Bhairava, Shiva, fearful Shiva. Who will cut his head? Kamsa. Потому что через 2 дня Камса поймает Абхиманью, отрежет ему голову и принесет ее в жертву Господи Шиве. And then Jyotila goes, oh, Radha, you have to beg the goddess. This must not happen. И тогда Jyotila сказала, Рада, должна молиться богине, чтобы этого не произошло. And Radharani goes, oh goddess, I can't live without my Swami. И тогда Радхарани сказал, о богиня, я не могу жить без своего Свами. Radharani is using double language. Swami means master. Master means Krishna. И Радхарани здесь говорит своим смыслом, она имеет в виду Кришну, который является его господином, но Свами это также муж. So they think Swami means mush, means husband. То есть Свами значит муж. So they are peaceful. И все умиротворены. It is generally not possible. Но Горный говорит, это невозможно. But her pleading is so sweet that it's hard to say no. Но она так сладко просит об этом, что невозможно отказать ей. It may be possible under certain circumstances. И может быть в каких-то определенных обстоятельствах это возможно. And Jyotila goes, anything, anything. И Jyotila говорит, все что угодно, все что угодно. She should not go out of Vrindavan. Радхарани не должна выезжать из Вриндавана. And she should come here every day and worship me. И она должна всегда приходить в этот храм каждый день и поклоняться мне. And Jyotila goes, yes, yes, yes. She will come here every day and worship you, Горный. И Jyotila говорит, да, вы приходите сюда каждый день и поклоняться тебе, о Горный. And we'll go and cancel the plans to go to Mathura. Все, мы все планы отменяем, в Мадхуру больше не едем. Then Горный says, Tatastu, let it be so. Тогда Горный говорит, Татасту, да будет так. Then Jyotila goes, oh, you saved Abhimanyu. Тогда Jyotila говорит, о, ты спасла Абхиманью. And then Горный says, this girl is such a chaste girl, Radha. She's so nice. How could you dare has any aspersions on her character? И тогда Горный говорит, это Радхарани, она такая целомудренная, как ты вообще могла стать под сомнение ее качества. Come, let us go. I have to cancel the plans to go to Mathura. Ну, пойдемте, нам нужно отменить все наши планы по переезду в Мадхуру. So then they exit, they leave. Так они уходят со сцены. Then Purnamasi Devi enters. И на сцену входит Пурнамасия Деви. Oh, Nanda, this disguise of yours has given me great bliss. О, Нанда, я наблюдаю тебя в этом обличье, и это переполняет меня блаженством. And all the Sakis and the coward boys are all in bliss. И все саки, и все пастухи также пребывают в блаженстве. So Горный, Krishna says, Mother, what can I do for you? Так Горный или Кришна говорит, мама, что я могу сделать для тебя? Purnamasi says, please always stay in Vrindavan and perform pastimes with Radharani. Пурнамаси говорит, пожалуйста, всегда оставайся во Вриндаване и совершай свои игры с Радхарани. And anybody who comes to this holy place and hears this pastime will develop love for the both of you. И любой, кто придет в это святое место и услышит об этой игре, обретет любовь к вам обоим. And Горный, which is Krishna, says, Tatastu. И Горный, который на самом деле Кришна, говорит, Татасту. And that's the end of the pastime. На этом игра кончается. So it is actually a clump of trees. It's about, half a kilometer to the left-hand side from Sankarshanananda Sarovara. И где-то примерно, это место примерно полкилометра от Санкаршана Саровара. It is hidden a little bit in the woods. И это место спрятано в лесах немного. You have to have an expert devotee show you with a spot. И если вы хотите попасть на это место, то какой-то опытный преданный должен показать вам его. But that happened there. Но это происходило там. Vishwanath Chakravarti Thakur in his Vrajariti Chintamani, his book. И Вишванатха Чакраварти Такур в своей книге
the touchstone like Vrindavan. Враджарити Чинтамани, которая переводится как философский камень, каким является Вриндаван. There are 3 chapters there. Там есть 3 главы. The first chapter is about Nandagram. Первая глава посвящена Нандаграмму. The second chapter is about Vrindavan. Вторая глава посвящена Вриндавану. And the third chapter is about Govardhan. И третья глава посвящена Говардхану. So basically it is the guidebook, the tourist guidebook of Govardhan Hill. То есть фактически эта книга является путеводителем на холм Говардхан. All wonderful Sanskrit shlokas are there about each and every holy place just to enliven the mind of the traveler. И там содержатся прекрасные санскритские шлоки о каждом месте, и эти шлоки могут оживить ум путешественника. So about Gauri Tirtha he says, И о Гори Тиртхе там говорится, that just on the left, before you get to Sankarshanananda Sarovara, и слева, до того, как вы попадете на Санкаршананда Саровару, you find Gauri Tirtha, вы можете увидеть Гори Тиртху. which the husband of Gauri, Lord Shiva, does not go there. И сам муж Гори, Господь Шива, он не приходит туда. I don't know why. Уж я не знаю, почему он туда не приходит, That's what he says. но так там говорится. So that's the pastime. Вот такова эта лила. Oh, but that's, I don't know the full pastime. He's asking me about when Krishna took the disguise as Abhimanyu. Поэтому Прабху хочет, чтобы я рассказал ту игру, в которой Кришна переоделся на Абхиманью. Однажды. See, this happened in Madan Mohan Mandir area. Это случилось в месте, где расположен храм Мадана Мохана. So the gopis were meeting. Итак, гопи встречались. And there is a sister of Abhimanyu. И у Абхиманью была сестра. And her name is Kutila, which means whose mind is crooked. И ее звали Кутила. Это переводится так, что та, чей ум очень So извилист. Abhimanyu sent Kutila as a spy. What are these gopis doing? И Абхиманью послал свою сестру Кутилу для того, чтобы она посмотрела, чем там занимаются гопи. So then Kutila reported back to Abhimanyu. They're having a meeting. И Кутила вернулась с отчетом к Абхиманью и сказала, у них там встреча. I have to go see what is going on. Абхиманью сказал, нужно пойти посмотреть, что там у них происходит. So then the news got out that Abhimanyu was on the way. Итак, когда новости о том, что Абхиманью на пути в это место, And all the gopis hearing this became depressed. Oh no. достигли ушей гопи, они впали в депрессию. And Krishna says, no, don't worry, I'll fix it. Кришна сказал, нет, не беспокойтесь, я все устрою сейчас. So then he took the disguise of Abhimanyu. Итак, он принял обличие Абхиманью. So he dressed up like Abhimanyu to look like Abhimanyu. И он оделся, как одевается Абхиманью, чтобы быть похожим на него. The problem is we do not know exactly according to Shastra what Abhimanyu looked like. И проблема заключается в том, что мы не знаем, как в соответствии с шастрами выглядит Абхиманью. In Yavata they dress the deity of Abhimanyu in yellow cloth, but if you ask them why, they say, we don't know. И божество Абхиманью одевают в желтые одежды. Yavata Gram. И Явати одевают божество Абхиманью в желтые одежды. Если спросят, не почему, они скажут, мы не знаем. So Krishna took the disguise of Abhimanyu. Итак, Кришна принял облик Абхиманью. And then when Abhimanyu came, then they go, look, here's this Krishna. Krishna's in the form of this guy Abhimanyu. And he started to beat him like this, and give him all types of trouble. And everybody, Abhimanyu is here. And ta. And everybody started to, oh, is his mother? They started to beat him. The mother beat him. The mother beat her own son. Krishna told the mother, he said, there is Krishna in disguise of Abhimanyu. And throw him out. And then the mother was throwing her own son out because she thought it was Krishna.
Very funny. Итак, Кришна устроил так, что Krishna got Jyotila to beat her own son. Кришна заставил Джатилу побить ее собственного сына. And all the gopis were laughing at this, you know. И все гопи смеялись над этим. So that's what happened. Вот то, что произошло. Krishna's a master of disguises. Кришна — великий повелитель различных And обличий. he's also in the heart of everyone. И также он находится в сердце каждого. He says in Bhagavad Gita, Dutam Chalayatam Asmi. Of the cheating process, I am the cheater. Он говорит в Бхагавад-гите: из всех обманщиков я самый главный обманщик. You cannot cheat Krishna. He's too clever. Кришну обмануть невозможно, он слишком умен. It is better to be a devotee of Krishna and try to satisfy Krishna. И лучше быть преданным Кришне и пытаться доставить ему наслаждение, удовлетворить его. But whatever you give Krishna, he's not satisfied. Но что бы вы ни отдали Кришне, он никогда не будет удовлетворен. In the 10th canto, chapter 5, В 10 песне, в 5 главе, the elderly gopi friends of Mother Yasoda. The elderly gopi friends of Mother Yasoda. гопи, которые являются подружками матери Ишода, гопи. Your son is coming to our house and stealing milk products. Эти взрослые гопи, они говорят: твой сын приходит в наш дом и крадет молочные продукты. Well, if he's stealing, then why don't you give it to him? Ну, если он крадет, то почему вам просто не отдать их ему? Yes, sometimes we try to give it to him. Да, иногда мы пытаемся отдать их ему. But he's not happy. Но он несчастен. He's happier when he steals it. Он гораздо счастливее, когда он сам крадет их. Just like, for example, Как вот, например, suppose you give somebody a donation. представьте, вы даете кому-то пожертвование, You give him 100 rubles. например, 100 рублей. It's gone. И все, 100 рублей. You forgot about it. You know, you gave the money away and it's gone now. Вы отдали их, деньги ушли, и вы забыли о них. But if that kid comes into your house and steals your milk products, all that hard work you did, if he steals from you, Но если этот парень придет в ваш дом и украдет все молочные продукты, которые вы там тяжелым трудом добывали, oh, you'll never forget that kid. Этого парня вы никогда не забудете. And that's what he wants to do now. И вот именно это и нужно Кришне. As the sloka in Vishnu Purana says, Как говорит шлока из Вишну Пураны, Smartavyasa tata Vishnur, Vishmartavyana jatuchid, Sarva Veda Nishedas hu, etayor evikin kora. That you should always remember Lord Vishnu and never forget him. вы всегда должны памятовать о Господе Вишну и никогда не забывать о нем. All the rules and regulations of the Vedas, Все правила и предписания Вед, they act as servants of this one principle. They act as servants of this они one служат principle. всего лишь одному этому принципу. Just like there's so many girls that act as maid servants of the queen. То же самое, как множество девушек служат королеве. So Krishna's happy when he steals. When he steals, then you'll never forget that kid. Итак, Кришна счастлив, когда он ворует. И когда он ворует, если кто-то ворует, что-то крадет у вас, то вы никогда не забудете этого парня. Krishna's very clever. Кришна очень умен. If he doesn't get it this way, he's going to get it this way, but he'll get it. Но если вот так у него не получается это получить, он получит это по-другому. Но в любом случае он получит это. Да, Кришна очень умный, а с вами очень смешной. Hey,